Приветствую, друзья, вас на своем канале. Большой привет всем любителям орхидей и огромный привет любителям этого сорта. Все вы узнали нашего любимого дикого кота. Показываю вам апофеоз цветения этого сезона, кульминацию, так сказать, цветения, полный распуск всех цветов, но уже есть новые бутончики, посмотрите. Он не останавливается, он цветет постоянно. Ребята, я не помню время, когда на нем не было хотя бы одного цветочка. Обалденный, сочный, восковой. Только не хватает какого-то ярко выраженного аромата. На солнышке, в солнечный день, с утра есть такой тонкий ароматный запах, но надо носик поместить близко к цветочку, чтобы его уловить. Посмотрите, у цветка основа бело-кремовая, бывает уходит в желтый, и фиолетово-пурпурный покров из пятен. Набрызгано черничное варенье. И, друзья мои, вот этот покров из пятнышек, он бывает менее выражен, бывает ярко выражен. Это я уже убедилась. Орхидея у меня в коллекции не первый год. И вы знаете, летом в жару она менее яркая. Вот этот окрас из пятнышек, он становится менее яркий, больше проступает фоновый, фон проступает. И она становится, орхидея, не такая яркая, как сейчас в зимнем цветении, когда температурный режим 19-20. Вот очень от этого зависит. Именно вот на этом сортовике. Ребята, это житель наших квартир, который родом из Австралии, из Филиппин. Там его гибридизировали, оттуда его к нам привезли. В Европе уже начали его выращивать. В общем-то, сорт уже с историей, уже устоявшийся, всем известный, многими любимый и желаемый. Что я вам скажу? Какие свои впечатления вам расскажу? Самые положительные впечатления. Нет у меня на него нареканий, обид. Нет у меня с ним каких-то проблем особых. Вовремя полить, по сезону, по надобности подкормить, внести удобрения нужные. В зависимости от того, какой у него происходит период вегетации, либо цветения. Во время цветения он получает только водичку кипяченую, тепленькую. Насчет мифов. Хочу развеять миф о том, что коты водохлебы. Ребята, возможно, кто-то это заметил, но, возможно, если у вас просто посадка не влагоемкая, вы не использовали влагоемкие компоненты, тогда, возможно, у вас орхидея будет просыхать быстро, особенно в период цветения. У меня, значит, здесь тоже особо невлагоемкие компоненты, то есть мох не добавлен в посадку, он только сверху шапочкой лежит. Здесь у меня кора и керамзит, причем керамзита 50 на 50 коры керамзита. Но просыхает он не быстро, как в принципе и все остальные орхидеи. Не заметила я никакого там прям казуса. Сейчас я поливаю его сверху, он пересажен, нет торфяного стакана, я не боюсь, что у него загниет шея. Поливаю его, вода стекает вниз, и постепенно водичка испаряется и дает ему возможность там поддержать влагу в районе корней, так называемые мокрые пяточки. Я не замачиваю орхидею, не душую, только периодически пробрызгиваю тыльную часть листовой пластины, опять-таки кипяченой водичкой из мелко
дисперсионных разбрызгивателей. Но это я делаю в солнечные дни, когда тепло в комнате, и орхидея буквально через пару минут становится сухой. И, естественно, я стараюсь не попадать в точку роста. Вот здесь она находится. Тем самым не провоцируя загнивание шеи. У меня уже орхидея 2 года в моем уходе. Нарастила, вот я вам показываю, вот эту верхушку. Листовая пластина у нее, в принципе, не отличается от других сортов. Лист плотный, светло-зеленый. Но это еще зависит от того, где находится орхидея. Либо она стоит на свету. Если она стоит подальше от источника света, листовая пластина приобретет более темный окрас. По освещению, конечно же, эта орхидея, как и все фаленопсисы гибридные, требует как минимум 12-часового освещения. Это может быть свет с окна, это может быть источник искусственного освещения. Данный мой экземпляр стоит у меня в 50-60 сантиметрах от окна и не досвечивается, получает естественное освещение, и мною не увеличивается световой день даже в зимнее время. То есть вот сколько из окна ему достается света, столько он и получает. Он, видимо, уже приспособился, поэтому это не влияет на его цветение. И со временем, чем дольше орхидея находится у вас в уходе, чем больше у нее корней и листовой массы, тем пышнее она цветет. Вот у меня в этом сезоне 2 цветоноса новых, видите? Они некоторые почки разбудили, и происходит разветвление цветоноса, но на этих ответвлениях, ну вот здесь, например, на ответвлении, на этом я вам показываю, порядка вот 5 бутонов, 4 уже распустились, и вот она доращивает еще бутончики. Причем она еще пока не засушивает цветочки, но вот прошел процесс, пошел бутонизации, и это уже сигнал к тому, что вот эти цветочки, которые первые находятся, которые раскрылись первые, они уже скоро начнут сворачивать свое цветение. И характерным признаком этого будет позеленение тыльной стороны цветка. Давайте посмотрим, скоро ли ждать нам отцветания. Нет, пока цветок с тыльной стороны еще имеет белый цвет, это я уже говорю по опыту, он еще будет держаться на цветоносе. То есть видите, какой замечательный гибрид. Он и цветет, и продолжает свои цветоносы. Вегетации нет, листовые пластины не растут. Корни тоже закуклены. В общем-то, в данный момент орхидея полностью сосредоточена на своем цветении. Вот такая замечательная красавица. Ребята, когда создавали этот гибрид, использовали в родителях 2 вида орхидей, 2 сорта, один из которых очень редкий. Если коротко, я вам скажу, Фантастик Мираж. Но здесь я вам подпишу эти 2 сорта, вы сможете прочитать, потому что это очень сложные названия, выговорить и запомнить нереально. Ну, в общем-то, благородных кровей наш любимец. И вот очень редкая орхидея Фантастик Мираж была одной из родителей этого красавца. Друзья мои, пишите в комментариях о своих котах. Я знаю, что у многих по нескольку котов. Это такая народная любовь к этому сорту. А кто-то, может быть, боится потерять и дублирует сорт. У меня пока этот сорт в единственном экземпляре. Я тоже очень дорожу этим фаленопсисом. Я его очень люблю.
Всегда радуюсь его цветению. Обожаю, обожаю вот так дотрагиваться до его петалей, рассматривать сепалии. Посмотрите, какая губка. Вообще он замечательный. Дарит праздник и хорошее настроение всем своим обладателям. Никого не оставляет равнодушным. Все, друзья мои, на этой ноте, на этом восторге я хочу закончить свое видео. И встречаемся с вами в комментариях под видео. Жду от вас рассказы о ваших котах. Сколько лет у вас в коллекции коты? Мой уже 3-й год. Вот мы достигли вот таких результатов. Нарастили листики. У нас полный горшок корешков. Но пока еще планы на пересадку не стоят. Потому что, в принципе, он освоил, конечно, все пространство горшка. Но, думаю, когда уже будут показания прямые на пересадку, мы с вами его обязательно пересадим в какую-то вкусненькую посадочку. Но вот мой сидит, получается, в миксе коры и керамзита. Но там уголь еще есть древесный в небольшом количестве. И посмотрите, он хорошо развивается в этой посадке. И я просто это отмечаю для себя. И в следующий раз при пересадке я тоже буду миксовать органические компоненты с неорганическими. Возможно, это можно будет использовать либо керамзит, либо добавить пеностекло. Смесь коры и пеностекла тоже очень благотворно влияет на развитие и на рост орхидей. Все, дорогие мои, я вас всех обнимаю. Всем желаю прекрасного, яркого настроения, мирного неба и здоровья, благосостояния и всего самого-самого наилучшего от всей души. До встречи на моем канале.